помогут, а также низкие лейкоциты. С чего начать? При высоком S-реактивном белке всегда снижаются лейкоциты, это нормальный процесс, это как бы при этом могут повышаться лимфоциты. S-реактивный белок — это первые признаки того, что у человека есть аутоиммунное заболевание, возможно, это артрит, ревматоидный артрит, возможно, это заболевания, связанные с временным заболеванием каким-либо. Одним словом, как это лечить? Скорее всего, вам необходимо обратиться к врачу-ревматологу. И данный врач назначит вам гормональную терапию для того, чтобы вот таким образом не болеть. Как вообще это все начинается и почему очень часто женщины болеют ревматизмом, особенно не ревматизмом, а ревматоидными заболеваниями, такими как васкулит или ревматоидный артрит или полиартрит. С чем это связано? Несколько слов об этом мне хотелось бы сегодня сказать. Вы знаете, что почему низкие лейкоциты? Низкие лейкоциты, потому что это иммунитет, и снижающийся иммунитет обычно как раз и проявляется в виде вот такой, она называется лейкопения, то есть снижение лейкоцитов от нормы или понижение. С чем это связано? Это говорит о том, что организм пытается справиться. Как правило, это возможно с тем, что в организме происходит просто снижение иммунитета на фоне перестройки гормонального состояния, либо перенесенное заболевание, либо длительно перенесенное заболевание, либо истощение психическое. С чем это связано? Как правило, таких теорий достаточно много. Одна из этих теорий, она звучит как теория формирования истощения психического. В нашем организме есть определенный витамин. Этот витамин называется В1 или по-другому называется тиаминогидрохлорид. Тиаминогидрохлорид — уникальное вещество, которое необходимо человеку, при этом он не усваивается или недополучает человек данное вещество или данный витамин очень часто в жизни, в случае, если человек тотально начинает избегать определенных видов продуктов, таких как голодание, далее низкая кислотность желудка, далее эзофагиальный рефлюкс, далее заболевания психические, такие как преднамеренное голодание, булимия, перенесенные вирусные заболевания. Это все может впоследствии приводить к тому, что снижается витамин В1 в организме. У человека появляется своего рода, можно сказать, истощение с недополучением витамина В1. Я вообще заметил, что если у человека появляется заболевание суставов, заболевание тремор рук, у человека появляется боли в позвоночнике, боли в тазобедренном суставе, хрустеть человек начинает. Невриты всевозможные, невралгия, полиневриты — это когда болит одновременно и с левой, и с правой стороны. Всевозможные неврастении, энцефалопатии, которые видны в дальнейшем на снимках. Язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, заболевания печени, такие как, допустим, очень часто это проявляется в виде повышения АТФ и АЛТ и АСТ, фераз печени, почечная недостаточность, которая проявляется в виде повышения в том числе щелочной фосфатазы и общего креатинина, и появляются заболевания эндотериит, дистрофия миокарда, может быть общее истощение, дерматозы всевозможные появляются, человек худеет или наоборот поправляется, экземы, псориаз и так далее. Я вас поздравляю, скорее всего вы находитесь в витаминном голоде или в витаминном голодании, в ходе которого у вас прежде всего снижается витамин В1. Витамин В1 является веществом, которое участвует в карбоксилировании во время фосфатирования жиров и карбоксилирование, которое является конферментом в разных таких системах и превращается в карбоксилазу, которая
очень важна для появления дальнейшем обменных веществ всевозможных, включая инсулин, включая тирозин, и тироксин, и проутерокс, и гидрокортизон и так далее. Именно поэтому я очень часто говорю, у человека, который становится утомленным, раздражительным, у человека теряется память, теряется аппетит, появляется нарушение сна, снижается масса тела, появляются вот такие артриты, появляется астения, появляются хронические состояния неврастении, когда человек все время там грызет губу, дергает глазом, у него появляются фокальные такие какие-либо дистонические там подергивания глаза или там быстрое шевеление ногой или нервные тики во время засыпания, плохой сон и так далее. А вы знаете, что это все недостаточность витамина В1. Вы знаете, что если увеличить прием витамина В1 в большинстве своем, то такие проблемы могут быть очень решены. Часто очень, когда человек голодает, когда человек нервничает, то именно это вещество более всего исчезает. Два вещества. Один это минерал, который называется магний, и второе это вещество как раз тиаминогидрохлорид.